Мне кажется, у меня была такая лошадь. Я в Стамбуле. Сегодня у меня день музеев. Первое, куда я пойду, это музей войны. А потом поеду в мой любимый район на азиатской стороне. Вау, какая движуха. Дома так было спокойно. И потом будет музей игрушек. Но я, правда, не уверен, успею ли я туда. Но он, возможно, будет самым интересным для меня. Вот это просто такой бесячий чел. Постоянно на него смотрю. Умеет привлечь внимание к себе. За одну ночь у меня закончились все гигабайты роуминга, 2 гигабайта. Я вроде как просто несколько видосов посмотрел. И все. Так, может, деньги поменять? Но я помню, на Гранд-базаре возле Святой Софии как раз я менял белорусские вообще рубли на лиры. Я очень удивился. То есть там они вообще все берут. Так, кто что знает про Vodafone? Интересно, смогу я без интернета прожить? Сейчас посмотрю, найду ли я место без интернета. Гранд факин базар. Может, шаурмы местные попробовать? Отравиться, конечно, не хочется. Тут же такая жара. В Москве вроде травятся. Но тут вроде все здоровые ходят. Только начал приближаться к шаурмичной и уже захотелось срать. Ладно, не буду я пока тут. Купил симку. Стоит 10 гигов, примерно 2600 рублей. Музей войны будет сейчас впереди и закроется через 2 часа. Я вообще, конечно, поздно вышел. Через 1,5 часа даже закроется. Я решил перекусить. Это какие-то... Ну, вы поняли. А это не знаю что. Возможно, мидии. Или кабачки. Это оказались не мидии, а какие-то овощи. Кабачок, наверное. С фаршем. И вот это вот все масло. А это вот минералка. Но вермишель супер. Капец, ходил, искал этот музей войны. А он, походу, вот он. Но он сейчас закроется через полчаса. Всегда тут путаю метро на такси. Там вот это спускается каким-то автобусом. Возможно, метро там. Мне сказала одна турчанка. Ох, какая красивая. Вот она. Мне до предпоследней. Потом я меняю ветку. Причем среди этих многоэтажек деревянный дом. Такой прыгун. Самое интересное. Лунные ботинки. Мне кажется, у меня была такая лошадь. Я думал, это человек. Туалет. Вау. Посмотрим. В такой туалет грех. Вау. Грех не сходить. Вау, это рыбы. 50-й год. Это 20-е года. Ребята, которые едят. Я сейчас покажу туалет. Он нормальный, чистый. Там не будет никакой жести. Меняется вот эта штука. Брызгалка для задницы.
Ах ты какая маленькая. Что это? Что это у меня? Что это? Что это? Что это? Коты, извини. Я присяду, тут можно к тебе? Аккуратно. Я аккуратно присяду. Да, все-таки музеи, они... От них я устаю. Мозг, наверное, 5% только запоминает. Сейчас мне надо срочно найти улицу и подкрепиться. Хорошо быть котикой. Лег на лавочку, уснул. Утром пришла уборщица, начала громко брякать дверьми, потом вообще начала ко мне стучаться. Я так понимаю, она хотела прибраться, но я сказал: не-не-не, там за дверью. Я голый лежу, а она ко мне стучится. Что мне еще сказать? Заходите, что ли? Здравствуйте, я ваша тетя. Лежу тут, да, голый. Причем коты, по-моему, не охотятся на чаек. Вообще равнодушны. У меня даже такое ощущение, что чайка может проглотить кошку. Котика какого-нибудь молодого, дерзкого. Я видел, как они заглатывают там кого-то. Голубя, что ли? Чайка. Просто главное заглотнуть, а остальное там уже в животе он расщепится сам. Так звучит классно. А это еще что такое? Вода в Турции продается в очень тонком пластике. Прям совсем. Нанопластик такой. Ты какая красивая. Только не кусай меня. Договорились? Никаких укусов. Ой, урчит. Урчит. Paramı kurtarırım dedim. Стадион Фенербахче. Он громадный. Вот тот район, куда я хотел попасть. Там где музей игрушек, там в том районе особо делать нечего. Прикол. Сербы пьют питьевой йогурт, а турки подают питьевой айран. И походу вот эта трубочка даже. Я взял то ли маленькую, то ли большую, я уже не помню. Ну вот это, хачапури, как бы. Ну вы поняли. С картошкой и айраном. И на каждом столике здесь перец. Острый. Рассказать вам историю? Короче, до самой войны меня жестко накрыло. Была жесткая депрессия.
что я стал совершенно нелюдимым. И мне было очень тяжело выходить на улицу. У меня сразу начиналась паническая атака на улице. Но особенно мне не нравилось, что мне нужно было стричься, ходить к парикмахеру. Это нужно было сидеть минут 40 с барбером. И периодически он хотел со мной поговорить, но я не мог. В итоге мы немножечко поссорились с этим барбером. Мне вот понравилась вот эта кафешка. Так люди сидят кружком. Я зашел, увидел там такой сок, начал разговаривать немножечко с хозяином. А потом у него работник говорит: вы по-русски говорите? Да, типа. Я из Туркменистана. Говорит, это тутовый сок. И он такой холодный, прикольный, но я даже не знаю, на что похоже. Вот очень интересное расположение. Я так праздно шатаюсь по азиатской стороне. Блин, я так кайфую, что хожу среди людей. Кто-нибудь знает, где я? Подошел к турчаночке одной. Лицо, конечно, турецкое. Такой вот нос, но фигура красивая. Подошел такой к ней. Стоим на светофоре. Я к ней подхожу поближе. Она начинает поправлять волосы, там все дела. Я думаю, все, надо действовать. Говорю, hello. Я вот уже долго иду мимо, видимо, вот этого кладбища. Очень странные тут древние штуки. Я понял, вот куда-то надо вот туда. Или вон туда. И там будет такой торговый центр прикольный. Там я как-то слушал проповедь. Да вы что? Что творите, а? Говорю, hello. Вы говорите по-русски. Я вижу, она краем уха зацепила, что я сказал, и боковым зрением как бы на меня посмотрела. Такое лицо сделала, типа, ну вообще, охуел. Блин, надеюсь, я правильно иду. Пойду вон туда. Oh, I'm sorry. Метро station. Метро station. Это надо вот так, да, или вот так? Прямо вот отсюда проходите. Девушка говорит, по-русски можно. Просто я ел сегодня в кафешке. Захожу в кафе, и там тоже говорит азербайджанец. Я говорю, hello, do you have tea? Он говорит, можете по-русски. И тут тоже девушка, на вид прям турчанка. Говорит, нет, я русская. Ну, вижу, и она искривила так лицо. Типа, вообще офигел. Возмутительно такое меня спрашивать. И все, побежала вперед меня через дорогу. Ну, я забил, начал смотреть дорогу до вот этого метро. Все посмотрел. Смотрю, она подбежала там к подруге, они куда-то там шли. Переговаривались. Ну, видимо, ей сказала, что там ее... О! Опять совпало. Сейчас будет вообще весело. Я отвечаю. Обожаю. Как история повторяется. Вот здесь вот будет видео сейчас, в котором это уже было. На том же самом месте. В то же самое время. Только год спустя. Вижу, они с подружкой там посовещались и типа остановились, развернулись. И типа смотрят там, работает ли магазин какой-то там в моей стороне. Ну там ничего не работает. Но я второй шанс не даю. Ну, если только попросят. И я пошел просто в другую сторону.
Вышел там на дорогу, смотрю, опять они идут. Но я и третий раз решил не давать ей. И так будет с каждой. Почему-то на этой ветке, на коричневой, Мармалды или как-то так называется, не работают карточки на турникетах. В эту сторону, когда я ехал, у меня ничего не получалось, карточки не работают. Ко мне подошел турок, просто парень, помог мне, в общем, купить билет. Вау! Я это сделал. За 8 тугриков я купил карточку. И, возможно, я смогу сейчас пройти. Там, оказывается, в этих автоматах есть русский язык. Супер. Сейчас надо только понять, Халкали Йону или Гебзе Йону. В какую сторону мне? Такой охотник прям.